Капли креатина, третья серия. В облачном офисе куратора Гортицинской биеннале раздался звонок. Звезда должна зажечься точно в полдень. Древнее пророчество сбудется, креационовые стражи проснутся и уничтожат Гортицию и весь ее креацин. Да, мой господин. Куратор биеннале Рехвних пытался осмыслить результаты беседы. Барганкель финансирует биеннале. Если не выполню его волю, останусь без работы. А если выполню, то погибну вместе с биеннале и Гортицией. И все равно останусь без работы. Сложный выбор. Без названия и Джетсу приближались к планете-облаку, прекрасной Гортиции. Больше 1000 лет тут синтезируют чистейший креацин в галактике. Участвовать в биеннале – большая честь. Куратор Рехвних просит, чтобы ты создал небольшую звезду на орбите Гортиции. Сегодня, ровно в полдень. В главном офисе биеннале Джетсу получил точные рекомендации куратора: голубая звезда из низкотемпературной креациновой плазмы, 300 километров от верхнего контура облаков. Точные координаты отправлены в звездную студию вместе с необходимым количеством креатина. На борту звездной студии кибержурналистка берет у без названия интервью. Каково это – быть искусством и создавать искусство? Что вы чувствуете, вы сможете понять, если сами станете произведением искусства. А это возможно. Мне бы очень этого хотелось. Давайте попробуем. В облако главного офиса биеннале ворвалась полиция Гортиции. Джетсу, вы арестованы за организацию незаконного воскрешения. Все, что вы скажете или подумаете, может быть использовано против вас в суде. Он сам воскрес. Причем тут мы пытались ему помешать. Полиция Гортиции посетила и звездную студию на орбите. Без названия арестован по обвинению в незаконном воскрешении в небе над Мальгаутом. В своем кабинете куратор Рехвних размышлял о судьбе биеннале. Может и не очень красиво сдавать художника полиции, но теперь звезда не зажжется, и древнее пророчество не сбудется. Конечно, Барганкель уволит меня. Без названия и жаль, но прекрасная Гортиция спасена. Агенты КБР проверили видеозаписи с места воскрешения и провели медицинскую экспертизу. Обвинения с без названия сняты. Воскрешение признано перформансом. Вы не погибали, значит и воскреснуть не могли. Вы свободны. Отпустите Джетсу, они тоже невиновны. Джетсу предъявили обвинение в мошенничестве в области искусства и отправили дожидаться суда в камеру облачного замка. Это была метафора. Мы не обещали, что он по-настоящему воскреснет. На пресс-конференции вы публично заявили, что воскрешение состоится. Сосед по камере, Фырк, поведал Джетсу о древнем предании, запечатленном у него на теле в виде татуировок. За воскрешение взяли, тут на Гортиции с этим строго, а я за татуировки свои сижу. У народа нашего они священными считаются, а полиция считает их экстремизмом. Однажды мои татуировки спасут Гортицию. И загорится голубая звезда на орбите планеты, и явятся из вечной ледяной тьмы креационовые стражи, чтобы уничтожить заоблачную Гортицию, и только сияющая голова зайца способна остановить их топоры. Правда, кто такой заяц, я не знаю. Похоже, я знаю. Вернувшись в звездную студию на орбите Гортиции, без названия призадумался: нужно вызволять Джетсу. Они спасли меня в поясе астероидов. За мошенничество в области искусства они могут получить пожизненный срок. Без названия решил разработать план спасения Джетсу из облачного замка. Замок был построен из самого плотного тумана. Креацина, выделенного биеннале на создание звезды, хватит на небольшой воображаемый туннель. Но на создание звезды креацина не останется. Кибержурналистка предложила без названия свою помощь. Энергия Медиаполя,
которому я подключена, должно хватить на создание небольшой звезды. Моя мечта – стать искусством. Правда, креацин в медиаполе зеленого цвета очень сильно разбавлен. Давайте попробуем. Пусть будет зеленая медиазвезда. В этом году Гортицианская биеннале проходит в 508 раз. И снова на этой облачной планете синтезируется самый чистый креацин в галактике. Лучшие художники со всей вселенной показывают здесь свои лучшие работы. Сенсацией биеннале стал перформанс сквозь себя неизвестного никому художника с одного из астероидов пояса Кайпера. Это первая большая выставка молодого автора и сразу такой мощный и чистый креацин. У него очень большое будущее. Неожиданно в Гортицианском небе зажглась изумрудная медиазвезда. Но звезда зеленая. Может быть, креациновые стражи не проснутся? И вообще, почему эта древняя сказка должна сбыться? Может быть, пронесет? В глубине ледяной тьмы стражи креациновых стражей наблюдают за небом Гортиции. 1000 лет ждут они появления голубой звезды. Звезда зажглась, но она зеленая. Да какая разница? Будите креациновых стражей. Конец Гортиции с ее биеннале. И проснулись креациновые стражи, чтобы уничтожить Гортицию и весь креацин вокруг нее. Древнее пророчество сбылось. А в камере Джетсу появился без названия. Воображаемый тоннель был готов, но уйти по тоннелю на волю мог только один заключенный. И Джетсу приняли решение: если ты звезду зажег, то пусть идет Пфырк, пусть исполнит пророчество. А креациновые стражи на пути Гортиции уничтожали все планеты, на которых встречалась хоть капля креацина, хоть одно произведение искусства. Без названия и Пфырк оказались на орбите Гортиции около изумрудной медиазвезды. Пфырк знал, как остановить креациновых стражей. Они близко уже. Как там тебя звать? Свети через призму свою мне на грудь, над татуировку заячьей головы. Преломленный свет медиазвезды спроецировал в космос татуировку Пфырка. Огромная проекция заячьей головы понеслась сквозь пространство навстречу креациновым стражам. Проекция покрыла креациновых стражей рисунком. Уничтожители искусства застыли в недоумении. Древняя программа пророчества дала сбой в бортовых компьютерах. Они сами стали произведениями искусства. Со страшной силой обрушили креациновые стражи друг друга свои топоры, и в считанные мгновения в бирюзовом луче заячьей головы появились стальные осколки древних гигантов. Гортиция была спасена. Куратор Рехвних торжественно вручил главный приз 508-й Гортицианской биеннале «Золотой туман» без названия и Пфырку за удачное сочетание в произведении древних традиций и современных технологий. А в камере облачного замка раздался звонок. Это был Барганкель. Джетсу, предлагаю вам стать куратором следующей Гортицианской биеннале. Рехвних уволен. Да, мы согласны, с одним условием: биеннале будет проходить в тюрьме.